Салам, Фируз. Валейкум салам. Мастер по грилю. Карл Вермер. Гриль. Что это за мясо у нас такое? Вкусненькое, лежит кусочек. Давай, начинай, пока не поздно. Это мясо конины. О, кто-нибудь ел стейк из конины? Стейк из конины, могу вам сказать, это вещь. Оно стоит того, чтобы его попробовать. А Фируз главный шеф-повар ресторана, который как называется? Мясной. Ресторан «Мясной», город Казань. Мы сегодня снимаем в Республике Татарстан. Конина смазывается конским жиром для того, чтобы сочнее получилось, для того, чтобы ароматнее получилось, для того, чтобы к решетке гриля ничего не прилипало. Хотя у гриля Карл Вермер такие чугунные решетки, что к ним ничего вообще прилипать не должно. Тем более, что мы их заранее как следует разогрели. Разогрели, при этом руки наши абсолютно чистыми остались. Знаете почему? Да потому что этот гриль газовый. И если кто-то испытывает какие-то сомнения по поводу того, что газовый гриль, запаха не будет, вкус не тот, мы сейчас с Фирузом вам все докажем. И вкус тот, и запах тот, и дымок ровно такой, как надо, дает газовый гриль. И при этом все получается очень быстро. Не надо разводить уголь, не надо возиться с жидкостью для розжига. Это ужасная штука. Вообще никогда не пользуйтесь жидкостью для розжига. Фируз. И даже женщина сможет этим управиться. С этим грилем? Конечно. Смотрите, поворачиваешь ручку, вот загорается здесь 4 линии. Раз, два, три, 4. Не одна газовая линия, а сразу 4 газовые линии. Поворачиваешь, он зажегся. Поворачиваешь, он зажегся. Еще раз повернул и ослабил нагрев. Но здесь нам сейчас на этой половине нужен максимальный нагрев, а на этой половине минимальный нагрев. Фируз, объясни для чего? Для равномерного жара. Поехали, поперчи, не забудь. Перцу добавь, Фируз, и все будет хорошо. А смелее добавляй, для мальчиков готовишь, что ты в конце концов. По-мужски давай. Ну, как, щипцами или руками? Лучше щипцами, чтобы не обжечься. Ну вот, слушайте шеф-повара, лучше щипцами. Раз шматок, 2 шматок, 3 шматок. Фируз, кто из нас шеф-повар? Ты? Я. Рассказывай ребятам все секреты приготовления мяса на гриле. Как ты это делаешь у себя в ресторане? Почему у тебя постоянно толпа народу стоит у дверей и мест не хватает? Потому что тут нужно, во-первых, заложить душу. Во-вторых, мясо должно пропечататься. Слушай, ты про душу. Хватит поливать. Карл Вермер вложил свою душу, вложил свои знания. Ты теперь своими знаниями делись, а не про душу мне рассказывай. В первую очередь мы запечатываем наши стейки, чтобы вся влажность не ушла. Сколько минут у тебя уйдет на запечатывание? Как ты определишь, запечатался стейк или не запечатался? Но обычно это 2-3 минуты. Время пошло. Скажи, пожалуйста, Фируз, а у тебя получается вот так вот, чтобы была сеточка такая, вот одни полоски вот так, а потом другие вот так? Можно, конечно. А на гриле Карл Вермер это получится? Конечно, получится. Есть огромное преимущество у гриля Карл Вермер по сравнению с любым угольным. Если бы я жил в квартире, и у меня был бы просторный балкон, я бы там поставил и готовил. Дыма-то от угля нет, как обычно бывает, от мангала там и так далее, да? А если бы у меня было большое просторное помещение, скажем, кухня какого-то ресторана, не знаю, и там мне нужно готовить. Везде, где можно включать газовую плитку, можно включать и Карл Вермер. И все получится. Итак, дыма, который бывает от угля, нет. Но тем не менее дымок, который появляется от мясных соков, от мясного жира, вот он, на месте. А все очень просто. Жир тает, капает на раскаленные поверхности. Ведь не напрямую газом греем, понимаете? Греются сначала раскаленные уголки. На эти уголки капают капельки жира. Скатываются по ним специальный жиросборник. Потом один раз там неделю взял, вылил его, использовал для каких-то, не знаю, для смазок, чего угодно. А так никакой разницы по сравнению с электрическим, никакой разницы по сравнению с угольным нет. Ну, вам немножко осталось подождать и во всем убедиться собственными глазами. Так, надо немного, наверное, перевернуть уже. Пора, 2 минуты пора. прошло. Кто из нас мастер? Кто из нас? Нет, я умею жарить стейк.
Мне интересно проверить, как молодые ребята научились уже или нет. А? Фирус, сколько лет работаешь шеф-поваром? Уже больших 5 лет. Я-то, извини меня, пожалуйста, 45 лет для себя готовлю. Конечно, не всегда стейки. Стейки – это такая штука, знаете, модная, недавно появились. Впрочем, было бы хорошее мясо, был бы горячий гриль или мангал, и вкусный ужин, вкусный обед обеспечен. Я в детстве, в 3 годика мне было, папа и его друг разводили уголь прямо вот так вот на полу, обкладывали его кирпичами, жарили там шашлык, мяса не было, жарили из кролика. Я сидел на корточках и ждал, когда же будет готово это чудо. Я сегодня тоже готов присесть на корточки и подождать, и спросить: Фирус, ну когда же будет мой стейк? Давай еще раз с жиром смажем, а? Давай еще раз с жиром смажем, потому что тот жир уже все, он уже туда. Так, теперь надо немножко ее прикрыть крышечкой, чтобы Фирус. равномерно жир прошел. Крышечка-то знаешь какая? Крышечка как термос. Там 2 пластины железа. И поэтому крышечку вот закрыли, а ее можно потрогать, не обожжешься. Она теплая, скажем так. Чем это хорошо? Объясняю. Тем, что тепло внутри. А через тонкую крышку, ну что, там внутри тепло, да. А крышка горячая и греет Лаишевский район Татарстана. А где можно купить? Купить такую вещь непросто. Разработка германская. Производит, разумеется, как и все сейчас, начиная от айфонов и кончая кедами, все производится в Китае. Значит, нашим ребятам закупить эти грили было непросто, потому что эти грили эшелонами забирают, не контейнером, а эшелонами забирают в Германию, в Италию, там, где у людей давным-давно и уже выработалась вот эта культура гриля. Там, понимаете, каждый бюргер вот считает своим долгом выйти в субботу, воскресенье, перед своим домиком, погрилить и показать соседям, что у него гриль лучше. Значит, скоро поступит в июле, ожидаются продажи. Заглядывайте в Озон, Карл Вермер, ищите. Ну и я дам вам ссылку. Ты же будешь смотреть ролик, в котором принимал Конечно. участие? Вот там внизу будет ссылка, вот там узнаешь, где купить гриль. Слушай, я бы хотел с той стороны тоже еще разочек смазать жиром. Можно? Конечно. Нет, мясо еще. Вы обратили внимание, как он проверяет готовность мяса? Потрогал пальцем и понял, что мясо внутри еще очень мягкое. Очень мягкое и, значит... Не бойтесь этого огня. Языки его пламени имеют 400-450 градусов. А вот нагревательный элемент нагревается до 800 градусов. Как самый лучший уголь. Самый хороший уголь, вебрачи, вот эти дорогие сорта, акация, от твердых пород дерева могут нагреться до 750-800 градусов максимум. Ровно до такой же температуры нагреваются здесь нагревательные элементы. Решетка чуть попрохладнее. Она не сожжет мясо, понимаете, не обуглит мясо, а сделает его румяным и красивым. Подавайте чистые тарелочки, пожалуйста. Эх, закуска где? Надо же вот это тоже пожарить. Овощи, ананасы, помидоры, картошку. Сюда можно кастрюлю поставить, что-то можно поставить целиком, не знаю, там курицу хотите целиком? Да вот ради бога, положили и запекайте. Ты зачем вот это? Отсюда взял, сюда положил. Чтоб мясо отдохнуло. Специальная полочка для отдыха мяса. Что означает отдохнуло? Сейчас верхние слои мяса уже нагреты, а внутри оно еще может быть такой, с сыринкой. И это тепло с верхних слоев должно пройти внутрь. Вот так у нас отдыхает мясо. Когда мясо лежит на гриле Карл Вермер, оно Отдыхает.
Фирус, скажи, пожалуйста, ты что теперь? Вот можно брать, резать и лопать? Нет, нет, еще не все. А, я понял, еще гарнир не готов. Для того, чтобы Гарнир. гарнир приготовился, лучше прикрыть крышку. Да? Между прочим, можно приготовить эти гарниры не просто, а приготовить любые овощи. Это кабачки, это баклажаны. Можно из них сделать блюдо, можно из них сделать соуса. А теперь мы прикрываем мясо для того, чтобы оно еще равномерно распределило все свои соки. А то ж бывает умники, давай, скорее, пока горячий. Начинают резать, весь сок вытек на тарелку, а потом они говорят, кровь, это кровь. Разве в мясе бывает кровь? Вот здесь сейчас Нет, может быть кровь. Там крови вообще нету. Там только розовая, либо прозрачный сок. Во-первых, потому что мясо халяль. Мясо халяль, вся кровь выпускается. Во-вторых, мясной сок имеет прозрачный розовый цвет. Запоминайте это. Без мясного сока, не знаю, шашлык, стейк, что угодно еще есть. Ну, съесть там можно, конечно. Но зачем? Зачем? Ты согласен? Конечно. Приятно поговорить с умным человеком. Ну что, хватит мучить меня. Проголодался я. Приятный вечер такой, приятный аппетит такой, с которым я хочу и с вами поделиться. Но сначала давайте-ка посмотрим, как получается пожарить мясо, тем более, что конину. Мясо не очень простое для стейка. Правильно я говорю? Конечно. Мясо не очень простое для стейка. Как получается у Фируза, шеф-повара ресторана «Мясной» из города Казани, и у гриля Карл Вермер. Запомнили? Фируз Карл Вермер. Мягкая? Мягко. А ты скажи, пожалуйста, вот здесь у вас в Татарстане многие люди согласны поесть такой рэр? Медиум? Немногие. Немногие. А ты как приготовил? Покажи, пожалуйста, какая прожарочка, степень прожарки. У конины вот это считается medium well. Ну ты мне скажи, пожалуйста, ты, конечно, выбрал самый лучший кусок. А ну-ка давай другой еще порежь. Может быть, другой не так хорошо получился, а? Другие получились еще лучше. Еще лучше. Но я хочу попробовать вот этот кусочек, первый. Можно чуть-чуть досолю вот здесь, в середине, Да, ладно? конечно. Смотрите. Смотрите. Губами. Губами откусил. Мясо. Кукушка, кукушка. Долго ли будут продаваться грили Карл Вермер? Раз, два, три. Продадутся на раз, два, три.